Здравствуйте, меня зовут Сахар, сразу к делу. Однажды у моего парня было настроение нарисовать портрет. Я дала ему экстренный курс, как примерно строить, как мерить предметы и примерно как строить лицо, из каких форм оно состоит и так далее и тому подобное. И, естественно, стала его натурой. Разберем ошибки, которые он сделал и которые обычно делают все, немножко подправим его работу, а также я покажу, что будет, если точно следовать правилам и не учитывать особенности человека. Ведь портрет — это не только точное построение, но и способность улавливать индивидуальности каждого человека. Как только я собралась сделать этот видос, я сразу ему об этом сообщила. И хочу, чтобы вы послушали его слова перед тем, как мы начнем. Нет, все норм. Чем не расстраиваться? Я говорю, это мой первый раз. И обучали меня, минут 10. И за это время я что-то понял. Я уже горжусь собой, я молодец. Кто не поймет, пошел в жопу. Точнее, что это вообще мой первый художественный опыт. И поэтому все так произошло, как говорится. Все поняли? Ага, поэтому приступим. Дисклеймер специально для него и для тех, кто рисует примерно так же. Я тебя люблю, все хорошо, ты большой молодец, ты справился очень хорошо. Это был твой первый раз, ты пытался впитать всю информацию как губка. И я считаю, что для первого раза это очень-очень хорошо. Этот видос чисто в ознакомительных целях. Все окей, не ссы в трусы. Я не буду вам показывать, как я выгляжу. Думаю, по портретам все понятно. Этот портрет нарисовал мой парень с ошибками в построении. Затем я исправила его портрет, но делая все максимально симметрично, чисто по линиям построения, учитывая идеальные пропорции. Естественно, они не совсем идеальные, но да, всем все равно. А тут я нарисовала саму себя по фотографии, без построения. Единственное, что я сделала, это вертикальную ось. Да и мне было как-то так все равно. Мне было просто очень любопытно себя нарисовать. Не скажу, что я прям похожа, но я вижу себя примерно так. Смотрим. Миша большой-большой молодец. Он слушал все, что я говорю. И если ему что-то было непонятно, то он у меня переспрашивал. Вы можете здесь увидеть его линии построения. Он пытался их делать. Да, они кривые, потому что он не занимался. Поэтому линии у него неровные. Вообще, в художественной школе я бы задала домашнее задание рисовать прямые линии без линейки. Поэтому, если вы ходите в художественную школу и недоумеваете, а почему мне нельзя пользоваться линейкой? Именно по этой причине, потому что у вас линии неровные, вы рисуете криво. Научитесь рисовать прямые линии без линейки, а потом... В принципе, хотите, пользуйтесь. В первую очередь, когда я работаю, нужно всегда определить композицию. Проведу вместе с ним вертикальную ось. Ненавижу людей, которые душнят по этому поводу. Ой, посмотрите, вот тут у него вот на такое вот расстояние целое. Вот ось немножко неровная. У меня был преподаватель, который заставил меня переделать работу, потому что у меня вертикальная ось слетела на 2 миллиметра. 2 миллиметра! Писец ты, мудак, ну серьезно. Короче, ось неровная. Мы тут будем придираться... Окей, ладно, давайте. В первую очередь, я всегда люблю строить глаза, поэтому мы сразу к ним и перейдем. Глаза находятся на середине лица, поэтому мы ее сразу и проведем. По идее, глаза должны находиться примерно вот в этой области, на этой горизонтальной линии. И тут мы сразу можем увидеть, что глаза... немножко не на месте, очень высоко, поэтому мы их опустим. Затем мы определим, где будут находиться остальные части лица. То есть они должны были находиться примерно вот здесь, где он вот эту линию провел. Вот тут он попал. Я ему объяснила, что лицо нужно поделить еще на 3 одинаковые части. Расстояние от подбородка до кончика носа равно расстоянию от носа до бровей и от бровей до начала роста волос. Проверим, правильно ли он это сделал. Практически попал, вы посмотрите. Нос очень хорошо стоит. И раз уж мы сегодня с вами придираемся, то давайте сделаем вот так. Вымеряю, что же у него там получилось в верхней части, то есть первая 1/3. Нос тогда получается немножко коротковат. И подбородочек совсем немножко. По факту у него слишком высокий лоб. Ну, точнее, у меня, раз он меня рисовал.
Тут он попал в пропорции, то есть тут все четко. Вы видите? Да, во всем остальном, ну, чуть-чуть бывает, да. Сейчас я быстренько проверю, правильно ли я определила все. Да, все верно. Возьму свои очаровательные глазки. Вы, кстати, заметили, что он там нарисовал сердечки? Это так мило. И просто опустим их. Не скажу, что это прям хорошо выглядит, но как будто бы они реально вставили на свои места. Заодно и брови возьмем. Теперь они находятся там, где и должны были быть. Между глазами должно быть расстояние в 1 глаз. Поэтому промерю 1 глазик. И что же у нас тут получается? У меня глаз потек. Хороший у него глазомер, однако. У меня действительно 1 глаз такой потекший, но не настолько. Заодно проверим ширину моего лица. Ширина лица должна быть 5 глаз. Немножко слукавил, слишком широкое лицо. Надо худеть, наверное. Вообще, если вы хотите прям очень долго запариваться, то глаза — это шар, глазное яблоко, которое покрыто верхним веком и нижним веком. Он про это забыл. Но ничего страшного, я бы тоже забыла. Уверена, вы в школе никогда не рисовали нижнее веко под глазами. Я попробую нарисовать свой глаз, и, естественно, он будет не похож. И так как мы с вами будем гиперболизировать, то я не хочу рисовать другой глаз. У людей же нет асимметрии в лице. Мы же все с вами идеальные. И нет, мы не будем учитывать мои индивидуальные особенности. Чем над этим париться, если можно просто скопировать глаз? Я чуть-чуть его подретуширую немножко, и никто ничего не заметит. Пусть он тут и стоит. Мерзко, да. Я его потом чуть-чуть понижу. Вообще у меня половина лица одна прям жестко вниз смотрит, как будто я стекаю куда-то. Да, у меня двойное веко на обоих глазах. По поводу бровей, он их нарисовал очень прямыми, но у меня немножко не так. Они у меня такие арочные, наверное. Но они не должны быть сестрами. Все-таки нарисую форму, которая больше похожа на мою. Тут мне все равно, пусть они будут немножко кривыми. Дальше будем рисовать нос. С носом он все сделал очень хорошо. Да, он не похож. Я ему объяснила, что нос это треугольник, но он решил воспринять это буквально. Это такая пирамидка на лице. Ширину носа можно очень легко определить. Проведите параллельные вертикальные линии от начала глаз. Примерно такая ширина носа у вас и будет. Он может быть уже или шире, но это нужно мерить. А еще вы можете заметить, вот тут он сделал классную штучку. У всех людей ноздри находятся чуть выше, чем вот эта вот перегородочка, чем вот этот кончик. Я ему об этом сказала, и он запомнил. Вы видите? Офигеть! Лично я форму носа подбираю просто на глаз, то есть нужно вымерить, куда там ноздри смотрят, курносый носик или нет, смотрит ли он вниз или вверх, узкий он или широкий, какая у него перегородка, переносица. Я это все смотрю индивидуально. Но в нашем случае мы будем делать все максимально правильно. Поэтому построим типичный нос, хотя он немножко похож на мой. Подотрем то, что мы уже исправили. Губёхи. Если вы не улыбаетесь, если у вас покерфейс, спокойное лицо, то вы продлеваете эту линию от глаз до носа, до рта. Все примерно одного и того же размера. Но если ваша натура или ваш персонаж улыбается, то нужно будет посчитать немножко по-другому. При улыбке рот, естественно, увеличивается, он же раскрывается. Поэтому мы проведем линию уже не от начала глаз, а от зрачка. Но я стояла смирно, он чуть-чуть мне его расширил, ничего страшного. Губы, конечно, не мои, они кривые. И, блин, это так мило. Но я считаю, что у меня верхняя губа гораздо меньше, чем нижняя. Нижняя у меня прям огромная. Целая площадка для вертолета. Кстати, если вы не знаете, как рисовать вот эту дугу, вот эту дырку, ну, короче, то место, где тебя коснулся ангел своим пальцем, и там теперь выемка. Ну, короче, вот это место, я не помню, как оно называется. Это изи. Он сделал это практически правильно. Просто проведите 2 линии от ноздрей до вот этих уголков вершин губы верхней. Да, изи-пизи. Ах, как тяжело рисовать мне свои же губы. Блин, я же не смотрю на себя. Ну, вроде бы, наверное, типа того... миллионы стараний. Ну, наверное, вот так. Итак, основные черты мы с вами вымерили. А как же форма головы? Форма лица? Если высоту мы уже определили,
что насколько я буду широкая. Да, все-таки я немножко широка. Примерно мое лицо должно заканчиваться где-то здесь. Это, кстати, я ему уже наметила, чтобы показать. Вообще, между глазами должно быть расстояние в 1 глаз. У кого-то глаза могут быть широко поставлены, у кого-то они могут быть очень близки к носу. Тут у него глаз немножко совсем чуть-чуть потек вправо. Но я уверена, он старался вымерять. Ширина лица это 5 глаз, поэтому вымеряем наш глазик. Естественно, я не думаю, что я прям такая широкая, поэтому я чуть-чуть совру и сделаю себе лицо чуть-чуть поуже. Вот настолько примерно. И естественно, я не буду учитывать то, что у меня одна половина лица более круглая, другая какая-то более острая, одна потекшая, другая нет. Буду делать все примерно одинаково и получится что-то типа того. Чтобы я типа выглядела немножко живой, я дорисую себе реснички. Он рисовал их буквально палочками вверх-вниз, туда-сюда, но ресницы не такие прямые, если у вас, скорее всего, не азиатский глаз. Поэтому мы их скругляем, они могут заходить на глаз, ну, не буквально, но они идут по форме, прям как монеточка. Не эта монеточка, вот эта монеточка. С ушами, конечно, у него проблема жесткая, тут, я думаю, даже оправдывать его не нужно. Но тут примерно видно, что он пытался понять. Уши, да, у людей могут быть маленькие ушки, но в среднем мы проводим горизонтальную линию от глаз до носа. И это будут наши уши. У меня они прям торчат, но вообще они нормально так прилегают, поэтому я сделаю их гораздо-гораздо меньше. Так и не нужно прорисовывать всю раковину, где там что находится. Да, и я думаю, построение прям ушей рассказывать не нужно. Это как отпечатки пальца. Каждые уши разные. У меня, например, на правом ухе есть 2 козелка. На левом 1, на правом 2. В итоге их 3. Вот это математика, фига себе я умная. Все-таки не могу, мне прям мозолит то, что они прям идеально стоят. Я хочу немножко опустить, подвинуть. Вообще, у меня были очень-очень короткие волосы, я их отстригла. И мне было так хорошо. Но пока что я их отращиваю. Не знаю уже зачем. Мне это все не нравится. Но я дала себе обещание, что я доращу до определенной длины. И потом я их состригу к хренам обратно. Он мне прям очень-очень широкую прям шевелюру дал. А объема нифига. Ну тут я примерно так же, как и он, намечу. Просто полосками. Тут где-то вот так. Тут, может, повыше. И они вот сюда вот идут. А все остальное стираем. Посмотрим, что же у меня тут получилось. Это я рисовала вручную, поэтому немножко у меня там косит глаз. Я его чуть-чуть поправлю. Итак, сделаем вывод. Работа не отличная. Ну, давайте будем честны. Он для первого раза попал в некоторые пропорции, что-то вымерил даже верно. Но без должного понимания, где что находится, попасть не получится. У меня слишком широкое лицо, уши торчат, хотя они должны быть спрятаны. У меня ж не такие уши. Такие уши могли бы быть, если бы он смотрел на меня в профиль, чтобы я выглядела вот так. Анатомия тут не присутствует, но это и не важно. Давайте по чесноку. Я похожа здесь на себя? Нет, а это самое главное. Тут мы уже исправили то, что он сделал, но излишняя симметрия сильно мешает. Да, тут я вымерила все более верно, но это не уникальная работа. Это полицейский портрет. Вы видели этого человека? Спасибо, я не хочу. Это нарисовала я. Хоть тут построения у меня нет, зато я честно показала. Да, у меня разные глаза, они разной формы. У меня разные брови. На одной брови у меня не хватает кончика. Одно ухо у меня чуть выше, другое чуть ниже. И форма лица чуть-чуть косит. Да, это есть. Это все изюминки. В этом и есть суть портрета. Показать всю мою уникальность. Где я, по-вашему, похожа больше? Здесь, здесь или здесь? Учитывая то, что вы меня не видели. Только если иногда не заглядываете на мой ТГ-канал или не смотрите на меня в запрещенной соцсети РФ. Какой вариант лучше? Медвежонок большой молодец. Вот.